Приветствую вас на канале Техревизор. Проводные мыши — идеальный вариант, если надоело следить за зарядом мыши, чтобы в самый нужный момент не отрубилась и не заруинила катку. Отобрал я 7 отличных и надежных моделей. Объективный непредвзятый взгляд, собственный опыт, обзоры и отзывы помогли определить липовые мышки, не стоящие даже нашего внимания, не то что денег. Плюс их легко и быстро купить, не дожидаясь месячной доставки с Алиэкспресса. Понравилась определенная мышь? Заходим на Marketplace, заказываем и быстро забираем. Поэтому внимательно смотрите видео до конца, чтобы не упустить какую-нибудь годную модель. Я делал акцент на весе, форме грызуна, его сенсоре, кнопках. В общем, постарался рассказать как можно больше про каждую, чтобы у вас сложилась картина по каждой мышке. Поставь лайк, подпишись на канал, а мы начинаем. Последняя строчка за самой бюджетной мышью в рейтинге. SteelSeries Prime. По форме эта мышь подойдет тем, кто привык держать девайс с когтевым и ладонным хватом. Большую ладонь можно удобно положить на мышь за счет ее размеров, а за счет выреза по бокам большой палец можно удобно расположить на боковых кнопках. Так получается быстро и точно реагировать в играх. В эти моменты и сенсор не подкачает. Здесь стоит фирменный TrueMove Pro, диапазон DPI которого заканчивается на 18 тысяч, а сам аиминг происходит гладко и без дерганий. В общем, к нему не придраться. Сорвать вы его не сможете, да и сам он не заглючит, как это бывает на дешевых или беспроводных моделях. Поэтому свои косяки на глюки мышки списать не получится. Только суровая реальность и собственный скилл. Есть и нормальная подсветка. В приложении SteelSeries Engine удобно настраивается. В софте можно покрутить некоторые настройки, поиграться с кнопочками, подсветкой, чувствительностью и вот этим всем. Главное, что все это в интуитивно понятном интерфейсе. Поэтому никаких заморочек не возникает. При всем при этом мне понравился вес мышки. 69 грамм без провода в руке ощущается пушинкой. Понимаю, что в любой момент можешь сдвинуть ее хоть на другой край ковра. Такие не блади на 200 грамм. Приятная 69 грамм тяжести в сочетании с хорошим матовым пластиком сверху. Правда, он кажется немного хлипковатым, но если не ронять, то и прослужит долго. Матовая поверхность за год и даже 2 не сотрется, и в руке не ощущается скользкой. В этом плане все отлично. В общем, как для недорогой проводной мышки для игр, очень достойная. Шестое место топа уже не за таким легким и компактным грызуном. Razer Basilisk V3. Форма близка к G502, если вы понимаете, о чем я говорю. Да и по дизайну они чем-то похожи, но это Razer, и он имеет свои приколы. Например, многофункциональное колесико, которое работает в разных режимах. В приложении можно выбирать из 3. Тактильная прокрутка с отчетливой отсечкой, умная прокрутка с менее выдержанной отсечкой и свободная прокрутка для быстрого и плавного скроллинга. Для разных игр подойдут разные режимы. Поэтому в ПО можно создавать профили, которые потом переключаются кнопкой, и включать весь функционал, настроенный вами заранее. Для еще большей гибкости энкодер двигается не только вперед-назад, но и вправо-влево, поэтому одно только колесико чего стоит в этой мышке. А если подключить к нему остальные дополнительные кнопки, а их тут целых 11, то под вашей рукой будет лежать не менее серьезный монстр, чем даже какой-нибудь Mad Catz. Весит эта мышь 101 грамм, и по сравнению с прошлыми 69, разница ощущается прилично. Важно удобно взяться, чтобы не было проблем с отрывом. А удобно взять можно как минимум ладонью среднего размера. Сама мышь габаритная, маленькой ладошки ребенка или девушки не подойдет. Элементарно неудобно будет нажимать на все кнопки, а для остальных хват ничем не ограничен. Главное, руку побольше иметь, чтобы пользоваться было удобно. В качестве сенсора установили Razer Focus Plus. Точный, быстрый, безотказный. Максимум его разрешения 26 тысяч точек на дюйм. За его надежность можете не переживать, так как сорвать его уж точно не получится. В общем, по всем параметрам классная мышь, но только для людей с большой или хотя бы средней ладонью. Следующая мышь, которая достойна нашего внимания и кошелька, Logitech G Pro Hero. Я, конечно, ни на что не намекаю и ни к чему не призываю, но именно эта серия у Logitech пользуется самым большим спросом у киберспортсменов из разных жанров игр. Само собой, рекламные контракты никто не отменял, но если бы из-за этой мышки у игрока мирового уровня не получалось тащить, и она была бы неудобной, ненадежной, намного выгоднее отказаться от рекламного контракта с Logitech, чем проиграть турнир. Ну, это так, сугубо мое мнение. Но это совсем не значит, что это лучшая мышь из всех, что есть. Это просто один из маркеров, который можно взять во внимание при выборе. Ведь нам буквально говорят, что какой-то киберспортсмен выдает крутые результаты с ней, а значит, покупая подобную мышь, геймер упирается только в свои возможности, которые можно расширить при помощи этого девайса.
Logitech G Pro Hero имеет универсальную форму, свободно ложится в руку любого размера и с любым хватом. Такой же оптимальный вес 85 грамм и качественный пластик. За сенсор просто промолчу. Hero 25К внутри. Это все, что вам нужно знать о нем. И DPI, с которым он работает, 25600 точек на дюйм можно выставить максимум. Понятно, что никто не будет таким заниматься, но суть здесь в технике. Просто за счет более широкого диапазона DPI и правильных настроек достигается лучшая точность и плавность. Поэтому маркетинг маркетингом, а свою роль это все равно играет. Но да, у этой мышки нет такого числа кнопок, как у прошлой Базилиск. Но если они вам не нужны, то тем более. В принципе, логично. А так, если по форме и функционалу эта мышь вам подходит, то я не вижу причин отказываться от покупки. Ну, разве что страх упустить еще какую-нибудь хорошую модель. Весь рейтинг ведь еще впереди. Ну и последний Logitech в этом рейтинге G502X. Это обновленная версия старой и такой легендарной в игровой индустрии G502. Вы точно о ней слышали, если хотя бы раз интересовались игровыми девайсами. В новинке мы получили обновленные свечи под левой и правой кнопкой мыши, которые быстрее и точнее срабатывают. Хотя не в этом суть. В прошлой версии с этим тоже никаких проблем не было. Это просто еще одна из мышек, которая имеет много кнопок на корпусе. В вашем распоряжении 13 клавиш, которые могут быть использованы во время игры. Так и клавиатура не нужна. Нужно только все это дело под себя настроить. Хотя для начала было бы неплохо взяться удобно. Это G502X по форме плюс-минус похоже на Razer Basilisk V3, то есть тоже только для большой и средней ладони. Маленькой точно будет неудобно. Ну а так можно будет уверенно схватиться за грызуна и начать раздавать. Ничего сложного. И даже весит для таких габаритов она немного на удивление. 89 грамм всего. А Razer ведь больше сотни выдал. Тут она хоть немного, но легче. Поэтому и играть ее тоже легче. Ну да, важно, чтобы ладонь была покрупнее, а там уже попробуйте когтевым ладонным хватом браться. Ну и в руке она ощущается довольно монолитной. Кнопок действительно немало, но нет такой расхлябанности, как на бюджетных мышках. Тут над пластиком и сборкой поработали лучше. Также присутствуют все настройки подсветки, создание профилей, назначение кнопок. Качайте фирменное приложение Logitech G Hub и поиграйтесь, настройте мышь так, как вам будет удобно. Тут тоже никаких претензий предъявить ПО не могу, так как сталкиваться с проблемами не приходилось. Ну и неизменным остался сенсор. Все тот же Hero 25К со всей своей точностью, надежностью и безотказностью. В общем, эта мышка ничем ваш скилл не ограничивает. Удобно ляжет в руку, а дальше все зависит от вас. Тройку лучших открывает облегченная версия MSI Clutch GM41 Lightweight V2. Симметричная и компактная форма хорошо ляжет в любую ладонь. Эта мышь не такая габаритная, как G502X или Basilisk V3. Такую и маленькой ладонью без проблем удобно ухватить. Более того, для лучшего хвата по бокам есть противоскользящие грипсы, а не голый скользкий пластик. Да и количество кнопок у этой мыши стандартное. Не нужно как-то особенно браться, чтобы удобно нажимать на все 13. Здесь стандартные 6 клавиш, которые программируются в софтине MSI Center. Там, кстати, можно работать со всеми устройствами MSI, не только с мышкой. Поэтому, если вы ярый фанат MSI с собранным сетапом этого бренда, можно удобно настраивать все из одного приложения. Хотя, если вы ярый фанат, вы и сами об этом знаете. Также из приятного для вашей кисти. Вес. Весит эта мышь всего 65 грамм. Облегченная версия, которая создавалась, чтобы быть легкой. А прибавим к этому удобную форму и подходящий хват, получается отличный грызун за свои деньги. Кстати, больше всего мне понравилось в этой мышке соотношение цена-качество. Сами посудите. Сенсор внутри этого грызуна поставили топового уровня. Pixar 3389. Максимальное разрешение 16 тысяч точек на дюйм. При этом нет никаких проблем с аимингом. Это качественный сенсор, который устанавливается только в дорогих мышки. Это же MSI GM41 по цене выходит в районе 3-4 тысяч рублей. А такой сенсор внутри для меня большая неожиданность. В любом случае это плюс, так как переживать о каких-то срывах и неточностях вообще нет смысла, если вы не на голом столе играете, конечно. Ковер все-таки нужен, сами знаете. Кстати, невзначай добавлю, что у нас есть подборка игровых ковриков. Вдруг вам пора обновиться. Тут тоже я отобрал хорошие и по качеству, и по цене варианты. Не успели мы отойти от рейзеровского Basilisk V3, как на подходе Death Header V3.
но при этом у мышек мало общего. У Death Header совсем другая форма, компактная, аккуратная, симметричная. Хотя насчет симметрии в каком-то смысле я перегнул, так как по левой стороне все-таки есть холм. Но не столь важно. Корпус без выдумок, из обычного матового пластика. По бокам нет никаких вставок для лучшего хвата. Но и не сказать, что мышь выскальзывает из рук, как кусок мыла. Во время игры уж точно нет ощущения, что мышь сейчас вылетит из рук. Хотя с ее весом это вполне нормальное предчувствие. Все-таки 59 грамм. Самый низкий показатель из всего рейтинга. Поэтому те, кому нужна была самая-самая легкая модель, могут остановиться на этой. Или продолжить смотреть дальше и узнать еще об одной. Но пока об этом Десадере. Мышь хорошо ложится в руку среднего и большого размера. Допустима и маленькая ладонь. Но тогда лучше всего браться ладонным хватом. Когтевым уже не так удобно на дополнительные кнопки жать. Кстати, из кнопок здесь по стандарту, только парочка дополнительных сбоку, без всяких излишеств. Поэтому особо подстраиваться не придется. Хотя на моей практике не раз было такое, что даже те две несчастные боковые кнопки располагались так, что нажимать было очень неудобно. Поэтому важно угадать с хватом. Внутри у этого Razer стоит один из лучших сенсоров. Razer Focus Pro на 30 тысяч DPI. Думаю, о его надежности и точности говорить нет смысла. Просто забейте на это и спокойно пользуйтесь, никаких проблем у вас с ним не возникнет. Ну и из неприятного для меня всегда остается подсветка Razer. Если ее клавиатуры еще горят всеми цветами радуги, то эта мышь поддерживает только зеленый цвет. Скудновато получается, хотя и не скажу, что это какой-то реальный недостаток. Все-таки фирменные цвета бренда. Да и предъявлять претензии за подсветку мышки топового уровня для киберспортсменов так себе затея. Ну и первое место рейтинга занимает Cooler Master MM711. Эта мышь невзрачной подсветкой не страдает. Посмотрите, мышь вся в сотах, даже на нижней панели. И под этими сотами скрывается вся разноцветная и разнообразная подсветка. И настраивается она в фирменном софте Cooler Master Master Plus. Собственно, как и вся мышка. Но соты в этой мышке играют не только дизайнерскую роль. Такой дырявый корпус сделали для максимального облегчения мыши. В том числе благодаря этому производитель добился веса в 60 грамм. На 1 грамм больше, чем прошлый Razer. Да, Razer без сот. Но и дырявый дизайн выглядит необычно, хотя эта технология применяется уже далеко не первый год, поэтому точно заинтересует любителей такой этакой экзотики. Но предвижу некоторые сомнения типа затекания пота, грязи, пыли вовнутрь, поэтому для переживающих производитель обо всем подумал за нас и сделал конструкцию такой, чтобы она не боялась какой-то минимальной влаги или грязи. По этому поводу вообще переживать не стоит. По форме мышь универсальна, подойдет под любой тип хвата. Ну и каких-то жестких ограничений под размер ладони я тоже особо не вижу. Можно удобно взяться что детской или женской рукой, что сурово мужской. Поэтому можно сказать, что в этом плане извращайтесь как хотите. Никаких проблем с удобством нажатия кнопок не возникнет. Особенно как и с сенсором. Внутри стоит уже знакомый вам топовый Pixar 3389. Поэтому повторяться о его безупречности нет смысла. Вот на этой модели рейтинг и завершается. Возможно, какая-то модель показалась вам более удачной для первого места, чем эта. Если так, напишите в комментариях свое аргументированное мнение. Ну а остальным желаю поскорее определить, какого боевого грызуна купить и получать больше удовольствия от гейминга. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.